Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю необычные рыбные котлеты с начинкой из красной рыбы и сливочного сыра. Сочные, нежные и очень ароматные. Снаружи аппетитная румяная корочка, а внутри начинка, которая придает котлетам особенный вкус и делает их по-настоящему праздничными. Готовятся просто, а выглядят потрясающе. Это идеальный вариант не только для обеда, но и для праздничного стола. Для рецепта мне понадобится в первую очередь я режу лук средними кусочками. Буду его обжаривать. Я очень люблю добавлять именно жареный лук в фарш на все котлеты. И на мясные, и на рыбные. Попробуйте, у котлет получается совершенно другой вкус. Лук можно резать произвольно, так как все равно потом все будем измельчать. Разогреваю сковородку, добавляю небольшое количество растительного масла и кусочек сливочного. Буду обжаривать лук на смеси растительного и сливочного масла. Так фарш получится намного вкуснее. Лук обжариваю до золотистого цвета. Лук немного солю. И также добавляю еще чайную ложечку сахара. И оставляю лук немного остыть до комнатной температуры. Для рецепта я использую филе мерлузы. Можно использовать любое филе белой рыбы. Это может быть и минтай, и хек, и треска. В общем, все, что у вас есть. Режу рыбу средними кусочками, чтобы ее было легче измельчать. Рыбу я буду измельчать в блендере. Можно это также сделать и в мясорубке. Выкладываю кусочки рыбы. Я буду все это делать партиями, так как блендер не такой большой. Также я буду добавлять несколько зубчиков чеснока. У меня 3 штуки. Добавляю уже остывший лук вместе с маслом. Я добавляю тоже частями. Хорошо все измельчаю. Перекладываю фарш в миску и измельчаю всю рыбу. Добавляю в фарш яйцо, ложку сметаны, всыпаю мелкую манку, 2 столовые ложки. Конечно, манку добавляйте в зависимости от того, насколько у вас получается жидкий фарш. Добавляю соль и перец по вкусу. А также добавлю чайную ложку сушеного чеснока. Хорошо все вымешиваю до однородности, и фарш даже можно немного отбить, чтобы котлеты держали форму. Закрываю фарш сверху пищевой пленкой и оставлю постоять минут на 20, чтобы набухла манка и, конечно, все промаринуется и фарш будет еще вкуснее. Миску я поставлю в холодильник. И сегодня я готовлю котлеты праздничные. У них будет очень вкусная начинка. Слабосоленая красная рыба. И также у меня здесь еще сыр Филадельфия. Вместо Филадельфии можно использовать любой творожный, сливочный сыр. Можно даже взять плавленый сырок. Тоже будет очень вкусно. Рыбу я сразу разрезаю вот на такие небольшие кусочки, чтобы в котлету положить небольшой кусочек рыбы. Он не должен быть доминирующим во вкусе. Вот такого небольшого кусочка рыбы вполне достаточно. Формую котлеты. Беру фарш.
Немного его подбиваю в руке. Кстати, эти котлеты вполне можно делать и без начинки. Очень вкусный фарш. Просто их обжариваете. Обваляете в муке или в сухарях и обжариваете. Теперь я фарш расплющиваю. Выкладываю в середину кусочек красной рыбы. И буквально вот неполную чайную ложку сыра Филадельфия. Рыбку можно немного вот таким образом свернуть. И закрываю все фаршем. Немного все подбиваю в руках. Получается вот такая котлета с начинкой. Я формирую котлеты такого среднего размера. Конечно, вы выбираете сами, какой размер вы хотите. И панировать я их буду в муке. Можно это делать и в сухариках. Выкладываю в муку. Вот такие аккуратные котлетки получаются. Обваливаю их в муке. Излишки стряхиваю. Можно немного котлетку придавить, так она будет быстрее обжариваться. И выкладываю на доску. Таким образом я формую все котлетки. Если у вас получается слишком много котлет, вот у меня здесь получается достаточно много котлет, я их еще заморожу, сделаю такой полуфабрикат. Вот в таком виде на доске я их отправлю в морозильную камеру, подморожу, а потом переложу в пакет. И когда надо, быстро могу достать котлеты, и у меня готов праздничный обед или праздничный ужин. Я поставила разогреваться сковородку, наливаю достаточное количество растительного масла, чтобы оно покрыло дно. Аккуратно выкладываю котлеты на сковородку. Огонь сразу сделайте средний. И теперь на среднем огне обжариваю котлеты примерно по 5 минут с каждой стороны. Котлеты рыбные, готовятся они быстро. Но тем не менее, если вы используете в рецепте речную рыбу, тогда я рекомендую котлеты после того, как вы их обжарили, поставить еще минут на 5 в хорошо разогретую духовку. Надо, чтобы фарш очень хорошо приготовился. У меня здесь рыба морская, поэтому мне достаточно просто котлеты обжарить. Если хотите, после того, как котлеты перевернули, можно их закрыть крышкой. Тогда вы точно будете уверены, что они хорошо проготовятся. Котлеты я несколько раз перевернула туда-сюда, и они у меня обжарились еще под крышкой. Все готово, снимаю их со сковородки. Вы только посмотрите, какая чудная начинка получилась внутри. Сливочный сыр, красная рыба. Это по-настоящему празднично. А как же это вкусно!